Учитесь эффективно. Улучшение долговременной памяти. Вдохновение для всех моих жизненных успехов исходит от моего дедушки Джорджа. Без него я бы никогда так эффективно не научился всем вещам и не достиг бы всех тех успехов, которых достиг. То, что вы здесь узнаете, бесценно изменит вашу жизнь, если вы воплотите это в жизнь. Воспользуйтесь этими советами, и у вас обязательно все получится. Успех неизбежен. Успех доказан. Я специально применила эти советы к приемным детям в школьной системе Калифорнии. Больше всего результатов, изменивших мою жизнь, касались одной семьи. Третьеклассник, который якобы имел, я имею в виду, что на нем было написано, нарушение способности к обучению с СДВГ и трудности с концентрацией внимания в школе. А еще старшая сестра, ученица 5 класса, с уровнем чтения 3 класса, признаками потенциального издевательства и застенчивостью в обучении. Когда я вошел в дом, я увидел любящую семью, которая очень добрая. Я видел, как мальчик пытался привлечь внимание, беря ручку, чтобы ударить себя по лицу. Мальчик берет молоток и притворяется, что бьет себя. Мальчик угрожал покончить с собой в 3 классе. Но почему? Это из-за неспособности к обучению. Я говорю, нет. Чему я научился на 3-й день и все остальные дни? Эти брат и сестра – совершенно очаровательные дети, которые просто отстают в учебе. Над мальчиком в 3 классе явно издевались, потому что он не знал азбуки и не умел читать. Девочка в 5 классе явно отставала по естествознанию, математике и английскому языку, особенно отставание по английскому на 2-й года. Для приемных детей я сосредоточился на английском языке. Я знал от дедушки, английский язык связан со всем, что вы изучаете в жизни. Вы не сможете преуспеть в науке или математике, не умея читать. Я приходил каждый день с энтузиазмом и сосредоточивался на чтении, письме и разговорах с ними как можно больше времени. Мальчик разучил азбуку, затем цифры, а затем в течение 10 месяцев начал читать слова. Девочка читала отрывки, писала по 10 раз каждое слово, на котором спотыкалась, и мы говорили о неизвестных ей словах. Мы сделали таблицу умножения и деления. Мы также хотели бы разнообразить процесс обучения образовательными видеороликами на YouTube. С 3-го дня я никогда не видел у этого мальчика какой-либо реальной инвалидности. Он всегда был очень умным, трудолюбивым и добрым во все моменты. Если учитель или сверстники будут говорить на языке, которого вы не знаете, вы тоже никогда не сможете обратить на них внимание. Корень проблемы заключался в том, что кто-то должен был сесть с ним и помочь ему выучить язык, чтобы он мог взаимодействовать с окружающими и выражать себя в жизни. Мне снилось, что он пропускает учебу вперед, но это обучение потребовало времени. Я бы сказал, что мы довели его до уровня 1 или 2 класса, когда он начал не знать азбуки и цифр. Для девочки она пропустила урок по математике. Это связано с тем, что ее успехи в математике позволили ей быстрее усваивать материал и превосходить своих сверстников. Это бесценно, поскольку она начала этот учебный год с отставанием в учебе и боялась учиться. Она сидела и избегала учебы. Обман звучал лучше, чем обучение. Через 10 месяцев она пропустила год занятий по математике, смотрела образовательные видеоролики на YouTube, когда мы не были вместе, начала читать мои книги-загадки Нэнси Дрю и начала восклицать: «Я хочу стать метеорологом, когда вырасту». Теперь у нее была мечта. Теперь она считала себя умной и лучшей в своем классе.
Теперь она знала, как учиться. Ее будущее сейчас определенно светлое. Она мечтает сделать успешную карьеру в академическом сообществе, специализирующемся на метеорологии. Было так приятно видеть, что она любит то, что я тоже люблю. Благодаря моей специальности, метеорология, я смог продемонстрировать свои сильные стороны в области науки о погоде. Но также покажите ей классные видеоролики о том, что делать во время цунами, землетрясения, пожара и т.д. Эти видеоролики пробудили страсть к обучению и навсегда помогут ей лучше подготовиться к стихийным бедствиям, которые могут случиться с каждым. Выводы здесь таковы: любой может сделать все, что задумает. Иногда нам всем просто нужна небольшая помощь на этом пути. С правильным мышлением мы можем достичь невозможного. Мы можем осуществить наши мечты, если приложим к этому усилия. Мы должны просто предпринять действия для достижения этих мечтаний. Для всех тех, кого я обучал, я применил эффективные советы моего дедушки по учебе. Я не навешиваю ярлык на детей, как на людей с негативными проблемами. Эти ярлыки являются самоисполняющимися пророчествами, которые усиливают этот ярлык в их жизни. Вы сдерживаете людей, когда думаете о них меньше. Я увидел их потенциал и то, кем они являются в глубине души. Я не сужу, я только учу. Я поддерживаю. Я буду рядом с ними. Это все, что им нужно. Им просто нужно знать, что вы заботитесь о них. Им просто нужно ваше время. Как всегда говорил дедушка, дети неплохие, иногда они делают плохие вещи. Мы не должны навешивать на других негативные ярлыки. Вместо этого мы должны расширять возможности других и видеть их потенциал. Прочтите, напишите и поговорите об этом. Эффективно учиться. Главное, мы сосредоточились на чтении, письме и разговорах на темы, которые изучали. Чем больше мы читаем, пишем и говорим, тем больше вы узнаете как сегодня, так и в долгосрочной перспективе. Основываясь на этом восприятии, я твердо верю, что умные люди разговаривают сами с собой. Говоря вслух самому себе, вы позволяете себе глубже усвоить информацию и лучше ее понять. Удовольствие и энтузиазм важны. Вы также учитесь наиболее эффективно, когда вам весело. Вот почему обучение на YouTube может быть бесценным. Ваши глаза откроются для мирских вещей вокруг вас в увлекательной игровой форме с места вашего тренера. YouTube бесценен и бесплатен. Вот почему я люблю medium.com. Это стоит $5 в месяц и предлагает бесконечный читаемый контент, который воспроизводится для вас в виде аудиокниги. Сила письма по 10 раз каждый. В школе я всегда ненавидел писать по 10 раз. На уроке истории в 6 классе я бы предпочел пойти в ванную, чтобы не проводить время в тишине. В 8 классе я никогда не мог понять, почему один из моих любимых учителей, мистер Бут, заставлял нас мучиться, записывая по 10 раз каждое слово на уроке английского языка. Мой дедушка научил меня писать по 10 раз каждое. Он просто объяснил, впервые в моей жизни, что написание по 10 раз каждый раз заставляет ваш мозг усваивать материал и сохранять его в качестве долгосрочных воспоминаний, чтобы вы не просто выучили его сегодня временно, но и выучить это в долгосрочной перспективе навсегда. Этот совет о том, что письмо позволяет вам представить слова на бумаге. Это позволяет вам приобрести долгосрочную память и учиться всему как долгосрочные воспоминания. Только в этом году я посетил свою HS и пошутил, что мистер Бут такой ужасный, он заставил всех нас страдать, когда писал по 10 раз каждый день.
Теперь я преподаю и заставляю своих детей мучиться, пишу по 10 раз каждый день. Сегодня мистер Бут не преподает английский в 8 классе. Он директор моей средней школы ПАС. Никто никогда не объяснял мне, как важно писать по 10 раз. Кроме дедушки. Если бы он этого не сделал, жизнь никогда не была бы прежней. Возможно, я никогда не узнал всего того, что узнал. Возможно, я никогда не достиг всех достигнутых успехов. Возможно, я никогда не преодолею те препятствия, которые мне пришлось преодолеть. Возможно, я никогда не учил других делать то же самое. Другие, возможно, никогда не преодолеют свои жизненные невзгоды, все как я делаю каждый день. Сила всего этого меняет жизнь и бесценна. Я люблю пошутить, но подождите, это еще не все. Письмо – это то, как я выжил или преуспел на уроках математического анализа. Я всегда выдерживал расчет 1, расчет 2 и дифференциальные уравнения, но справился с многомерными вычислениями и статистикой. Когда я увидел, как мой сосед по комнате выполняет советы по учебе, которые бы одобрил дедушка, я поспешил скопировать ее. Мои усилия окупились и помогли мне превзойти других или просто пережить занятия. Это действие, которое она совершила, включало в себя. Перепишите свои конспекты перед экзаменами. Как вы изучаете математику? По 10 раз просто не получится. Что действительно работает, так это переписывать свои конспекты перед экзаменами, чтобы закрепить эту информацию в своем мозге на долгосрочную перспективу. Вот так, как говорил дедушка. Писая что-то, вы приобретаете память визуализации и более глубокий уровень понимания. Это позволяет вам видеть слова на бумаге в своем мозгу. Вы можете визуализировать то, что пишете, подняв голову и подумав. Это похоже на то, когда вы читаете книгу и визуализируете историю, как если бы она была реальной. Вы видите все, что описывает автор. Вы видите бумаги, машину и то, как желтый карандаш упал со стола. Он медленно падал, наполовину использованный. Вы можете это увидеть. В вашем воображении это выглядит реальным. Каждая деталь. Визуализируйте то, что вы читаете. Как говорил дедушка, лучший способ учиться и читать – это визуализировать все, что происходит в сказке, как будто это реально. Размер вашего письма и интервалы важны. Да, теперь мы знаем, что для эффективного обучения нам следует читать, писать и говорить о разных вещах. Мне всегда нравится говорить, делать что-то лучше всех, делайте это рано и часто. Обязательно наслаждайтесь процессом обучения. Переписывайте заметки или пишите что-то по 10 раз каждое. Визуализируйте все, что вы читаете и изучаете. Также важно не закрывать свой разум для обучения, писая очень мелкими буквами, писая на бумаге линиями или писая на бумаге с плотно расположенными линиями. Если вы пишете маленькими буквами, ваш разум не может хорошо визуализировать информацию, и вы не сможете эффективно ее усваивать. Когда я переписываю свои заметки, я пишу их все на бумаге для принтера. Я складываю все это в водонепроницаемую папку, купленную в долларовом магазине за $1,25. Я пишу диаграммы, рисую стрелки, связывающие вещи, и выделяю информацию ради развлечения. Люди на протяжении всей моей жизни, я мог видеть, как они смотрели на меня с замешательством и потенциальным осуждением. Они не могли понять, почему я делал записи таким образом. Но опять же, я писал заметки таким образом, потому что
дедушка знает лучше, и я доказал, что это позволяет мне учиться более эффективно в долгосрочной перспективе. Развивайте свою способность учиться долгие часы. Как говорит дедушка Джордж, если вы хотите учиться и преуспевать в учебе, вы должны развивать свою способность учиться в течение долгих часов. Что отличает вас от других, так это ваша способность учиться. Со временем и практикой вы сможете привыкнуть к более длительным занятиям, что поможет вам потреблять больший объем информации по сравнению с окружающими. Если вы действительно хотите преуспеть в жизни, наращивайте свою силу духа. Развивайте свою настойчивость. Повышайте свою устойчивость. Развивайте свою способность делать все возможное и делать больше. Живите своей лучшей жизнью. Постарайся. Не уклоняйтесь от тяжелой работы. Делайте все, что можете, для людей и вещей, которые важны для вас. Чтобы преуспеть в жизни, нужно уделять время. Я рекомендую изменить свое мышление. Вместо того, чтобы сосредоточиться, я 5 раз побежал в гору, вам следует сосредоточиться на том факте, что вы много раз бежали в гору в общей сложности за 30 минут. Устанавливая свои цели в зависимости от временных рамок и выделяя время, необходимое для их достижения, в конечном итоге вы сделаете больше. В конечном итоге вы достигнете большего. Вы можете даже удивить себя и достичь того, что другие считают невозможным. Учитесь эффективно, работайте умнее, а не усерднее. В старшей школе я учился 10 часов накануне экзамена, чтобы получить 79 баллов. Мой друг учился менее 2 часов на 82. Я расстраивался, почему все мои усилия ни к чему не привели. Я всегда был трудолюбивым. Я преуспеваю благодаря упорному труду и преданности всему, что я делаю. В морском колледже Суни, академии, впервые кто-то восхищался мной за то же самое. Мы все проходили тест по понятиям метеорологии. Все также странно смотрели на меня из-за моих записей. Одна девушка с завистью спросила: «Как ты так хорошо сдал этот экзамен, вообще не занимаясь?» Мой ответ: я делаю записи в классе. Мой верхний уровень биологии, физико-химического класса, наш учитель весь урок писал на доске, чтобы преподавать нам материал. Я преуспеваю в химии, потому что дедушка научил меня химии, и я понял, что мне это нравится, но я также делаю заметки и переписываю их. Наш учитель похвалил: «Алиса, ты сдала этот экзамен лучше всех, и в целом справилась лучше, чем другие». Почему ученики идут по жизни, наблюдая за учителем? Пишите весь класс на доске, и рассчитываете узнать все, ничего не записывая. Это может быть невежество. Это может быть лень. Возможно, они просто не понимают, насколько важно записывать вещи. Если другие старательно конспектировали или переписывали их перед экзаменами, они тоже преуспевали бы на уроках, практически не обучаясь. Хорошие новости для вас: вы можете реализовать все это, на практику и обучение которого ушло не одно поколение. Бесценно. Поддерживайте активные процессы обучения. Вместо того, чтобы просто читать и выделять, изучайте материал более глубоко, используя методы активного обучения, обобщая, объясняя и обучая содержанию кого-то еще. Читайте, пишите и говорите обо всем. Делать заметки. Перепишите заметки. Повторение помогает нам учиться чему-то. Да, я целенаправленно повторяю и обобщаю для вас бесценные советы. Интеллект – это не способность хранить информацию, а знать, где ее найти. Альберт Эйнштейн.
Конечно, мы все знаем массу вещей. Мы все всемогущие и знаем все, что нужно знать. На самом деле истинный интеллект – это не то, что вы знаете. Вместо этого оно основано на вашей способности находить ответы на то, чего вы не знаете. Мы не будем знать всех ответов в жизни. Но, как любит говорить дедушка, после некоторых исследований можно найти ответ практически на все вопросы. Будь великим исследователем в жизни. Знайте, как найти достоверную информацию и ответы на свои вопросы. Проверьте все, что вы узнаете. Учитесь всему, что знаете, у тех, кто мудрее вас. На самом деле истинный интеллект – это не то, что вы знаете. Вместо этого оно основано на вашей способности находить ответы на то, чего вы не знаете. Мы не будем знать всех ответов в жизни. Но, как любит говорить дедушка, после некоторых исследований можно найти ответ практически на все вопросы. Будь великим исследователем в жизни. Знайте, как найти достоверную информацию и ответы на свои вопросы. Проверьте все, что вы узнаете. Учитесь всему, что знаете, у тех, кто мудрее вас. Рисунок, Твиттер. Учитесь у экспертов. Учитесь у тех, кто является экспертами, уже достигшими успехов, о которых вы мечтаете. Если вы хотите преуспеть в спорте, учитесь у олимпийцев. Учитесь у проверенного, лучшего в мире. Почему мне нравится учиться у дедушки? Он является экспертом в области физики, химии, математики и техники. Он самоотверженно служил в армии и много десятилетий работал учителем физики. Просто познакомившись с ним, можно сказать, что он лучший из всего, что он делает. Он лучший учитель, который у меня когда-либо был в жизни. Он научил меня всему, что мне нужно было знать для эффективного изучения геометрии, тригонометрии, химии, физики и жизни. Рисунок тайны Вселенной. Организуйте информацию и свяжите ее с другими вещами, которые вы знаете. Целью вышесказанного также было разъяснение: на самом деле мы знаем массу вещей. Мы потрясающие. Мы знаем больше, чем вы думаете. Как говорит дедушка Джордж, когда ты учишься чему-то новому, вы лучше всего усвоите информацию, если сформируете список, систематизируете информацию и создадите связи внутри своего мозга, связывающие новую полученную информацию с тем, что вы уже знаете. Создавая эти связи, также известные как сравнение и противопоставление вещей, вы позволяете себе изучать вещи более эффективно, а также изучать их навсегда. Рисунок, Pinterest. Используйте забавные мнемоники для запоминания вещей. Люди используют мнемонику для запоминания вещей, потому что это может быть весело, позволяет сравнивать и упрощает информацию, поэтому ее легче запомнить. Запоминание посредством повторения. Помните, как чтение, письмо и разговоры о вещах на раннем этапе и часто улучшают долгосрочное усвоение информации. Хорошо запоминать вещи на короткий срок, когда у вас нет бумаги или ручки. Вы можете повторять слова и фразы в уме или вслух устно. Рисунок, Этгуотс. Это отличный совет в военном учебном лагере. Я быстро узнал так много забавных фактов и настойчиво выпалил все, когда наши сотрудники кричали, чтобы мы говорили об этих предметах знаний. Единственная проблема в том, что сегодня я не смог рассказать тебе и половины того, что запомнил давно. Возможно, мне следовало послушать дедушку и все это записать. Или, может быть, у меня не было на это времени. Военные могут улучшить информационное обучение в учебных лагерях,
способствуя долгосрочному обучению на протяжении всего времени пребывания там. Тем не менее, военные показали мне силу запоминания посредством повторения. Рисунок Татусу. Сила запоминания имен. Как говорил Дейл Карнеги, выучить чье-то имя – одна из самых важных вещей, которые вы усвоите при встрече. Обязательно воспользуйтесь этим советом, чтобы запомнить имена тех, кого вы встретите в жизни. Каждый чувствует себя более ценным и ценным, когда вы оба часто помните и произносите его имя. Учитесь и практикуйтесь рано и часто. Если вы хотите научиться. Если вы хотите заниматься спортом. Если вы хотите преуспеть в жизни. Есть одна вещь, которую ты должен сделать. Практикуйтесь рано и часто. Все дело во времени. Чем чаще вы учитесь или делаете, тем больше вы узнаете благодаря силе повторения. Чем раньше вы посмотрите на информацию, тем быстрее вы ее освоите. Все идет рука об руку. Рисунок Пинтерест. Не повредит спать над тем, что вы изучаете, делаете и практикуете. Мне нравится думать, что я учусь, пока сплю. Я визуализирую. Я думаю. Я выздоравливаю. Я просыпаюсь энергичным и намного лучше, чем был, когда ложился спать. Визуализируйте успехи. Вы когда-нибудь видели, чтобы спортсмены визуализировали свой вид спорта или соревнования перед тем, как приступить к ним? Я, как спортсмен, тоже так делаю. Я рекомендую его всем, кто хочет добиться лучших результатов в учебе, спорте и профессиональных мероприятиях. Осознавайте детали, но понимайте концепции. Обязательно уделяйте внимание деталям, чтобы понять детали того, что вы изучаете. Чтобы преуспеть в спорте, нужно преуспевать в мелочах. Вы должны преуспеть в реализации техники и деталей, которые могут остаться незамеченными другими. Что еще более важно, понять общие темы и концепции, описанные в материале. Поймите цель и основную идею. Какова цель и уроки, извлеченные из чтения этого контента? Каковы основные моменты? Обычно это указывается в заголовке, первом абзаце, последнем абзаце и оглавлении. Обязательно обратите внимание на эти разделы любого литературного произведения. Попробуй себя. В современную эпоху чрезмерных стандартизированных тестов, которые не обязательно обеспечивают точную оценку интеллекта, обязательно проверьте себя при подготовке к экзаменам. Если вы проверяете себя, просматривайте ответы, которые выбрали неправильно, и сдавайте тесты снова и снова. Вы можете улучшить свои результаты и превзойти своих сверстников. Но, как мы описали выше, этот метод обучения является лишь краткосрочным советом по обучению. Да, вы можете успешно сдать экзамен, но, вероятно, забудете эту информацию к следующему году, если не выполните другие советы, описанные выше. Вот почему я увидел, что стандартизированные тесты антизельны. Они учат нашу молодежь тому, как успешно пройти тест, а не о том, как выучить и понять содержание навсегда. Как насчет юриста, трюка для продажников? Я умный. Эффективно ли я учусь? Сможете ли вы угадать правильно? Могу ли я отлично сдавать стандартизированные тесты? Правильный ответ – нет. Хотя я умный и очень эффективен как в учебе, так и в учебе в школе, я не очень хорошо сдаю стандартизированные тесты. Я могу быстро запомнить информацию и пройти отличные тесты, но стандартизированные тесты я бы изучал бесконечно, чтобы получить средний статистический балл.
Это потому, что вы должны говорить на языке теста. Означает ли это, что стандартизированные тесты являются хорошим показателем IQ? Чтобы добиться наилучших результатов в стандартизированных тестах, вы должны отвечать так, как они хотят, чтобы вы ответили. Я часто очень подробно и рассматриваю каждый путь. Я не сдаю экзамены вовремя. Я вынужден делать все возможное, чтобы строить случайные предположения по всем вопросам, до которых мне не добраться. Угадай Б и Д. Если вы похожи на меня, когда не можете пройти стандартный тест, выберите B или D. На основании всех моих исследований, включая SAT, GER и LSAT, статистически B или D наиболее вероятны. Лучший способ – выбрать B для всех последних вопросов или D для всех следующих вопросов. Таким образом, удача не влияет на счет. В противном случае вы можете случайно выбрать B, D, B, D, но тогда ответ на самом деле будет D, B, D. Да, у вас есть шанс 1 из 5, но статистически B или D статистически дадут вам бесплатные баллы чаще, без необходимости читать вопрос. Некоторые люди сдают сложные стандартизированные экзамены, такие как LSAT, сужая ответ, а затем угадывая многие вопросы. Лучший способ – практиковать стандартизированные тесты как можно раньше и часто путем повторения. Выспаться. Помните, что сон помогает вам учиться наиболее эффективно. Это помогает вам визуализировать и изучать вещи во время сна. Я лучше сдаю экзамены, где учусь, отказываюсь от учебы, сплю, а затем отдаю приоритет учебе утром, когда мой мозг наиболее свеж и готов к учебе. Вы будете учиться больше всего и будете наиболее продуктивны по утрам. Спокойной ночи. Сон позволяет вашему телу восстанавливаться и закреплять информацию в долговременной памяти. Обязательно высыпайтесь, чтобы улучшить свое обучение и продуктивность. С научной точки зрения, мне нравится спать от 7 до 8 часов за раз, просыпаясь на рассвете, спать от 15 минут до 1 часа или спать 4 часа, прежде чем проводить много времени в бодрствовании. Кошачий сон в середине дня, который не нарушает ваши естественные циклы сна, полезен для восстановления и здорового образа жизни, поэтому не бойтесь этих сеансов дневного сна для восстановления сил. Справляться со стрессом. Стресс может повлиять на обучение и память. Практикуйте методы управления стрессом, чтобы позволить себе учиться наиболее эффективно. Некоторые также утверждают, что стресс может вызвать у вас мотивацию учиться и работать усерднее. Таким образом, это довольно противоречиво. Просто делайте то, что считаете лучшим. Лично я избегаю и игнорирую стрессы, вместо этого я сосредотачиваюсь на том, чтобы оставаться мотивированным. Хорошо питайтесь и занимайтесь спортом. Соблюдайте здоровую диету и регулярно занимайтесь спортом, чтобы улучшить память и когнитивные функции, чтобы вы могли более эффективно учиться в повседневной жизни. Делайте то, что лучше всего подходит вам. Стиль обучения у всех разный. Поэкспериментируйте с разными техниками, чтобы найти то, что лучше всего подходит именно вам. Следуйте описанным советам, чтобы повысить эффективность учебы и научиться чему-то не только в краткосрочной перспективе, но и на всю жизнь. Долгосрочное обучение бесценно. Это должно быть целью. Постоянно изучая вещи, вы сможете быстрее достичь академических успехов. Обучение в долгосрочной перспективе позволяет вам добиться успеха, который иначе был бы невозможен. Обязательно сохраняйте мотивацию и учитесь наиболее эффективно, читая, записывая и рассказывая обо всем, что вы изучаете.
Его организация также поможет вам повысить уровень вашего обучения и понимания в долгосрочной перспективе. Шмуп. Мой любимый инструмент для обучения – SHMUP. Мне нравится, как Шмаоп превращает комедию в очень ясное и точное изображение очень сложных чтений. Мои любимые чтения включали уроки, извлеченные из греческих мифологических чтений, таких как «Одиссея», а также «Хранителей», которых вы можете найти на YouTube для аудиовизуальных изображений комиксов. Извлеченный урок, который я запомню навсегда, включает в себя. Люди получают, а затем всегда продолжают хотеть большего. Я не уверен, откуда именно взялась эта цитата, но думаю, что она была из «Одиссеи», после приключений за морем, когда все сидели за столом и жадно ели. Мое любимое чтение. Вы заметили, как я запомнил цитату, основываясь на предшествующих ей образах? Веселиться. Обучение проходит быстро и легко, если вам это нравится. Не бойтесь оживить свой учебный процесс небольшим количеством веселья и комедии. Погружайтесь глубоко в темы и наслаждайтесь процессом. Представьте сюжетную линию в виде видео, которое проигрывается у вас в голове, пока вы читаете. Смотрите сайты и ощущайте эмоции, которые возникают от чтения. Присутствуйте и наслаждайтесь путешествием. Вышеупомянутая статья посвящена моему удивительному дедушке, который навсегда влияет на мою жизнь и жизнь других. Он всегда цитирует Альберта Эйнштейна, и вот еще одна цитата, которую мы все должны воплотить в жизнь. Учись вечно. Распространяйте любовь навсегда среди окружающих. Живите своей лучшей жизнью. Наслаждайся каждым днем. Цитаты Альберта Эйнштейна взяты из книги «Тайны Вселенной» и включают: «Я верю в интуицию и вдохновение. Иногда мне кажется, что я прав. Я не знаю, что это такое. Главное, не переставать задавать вопросы. У любопытства есть своя причина существования. Есть только два способа прожить свою жизнь. Складывается впечатление, будто ничего чуда не существует. Другой, как будто все чудо. Жизнь похожа на езду на велосипеде. Чтобы сохранить равновесие, вы должны продолжать двигаться. Хотя в повседневной жизни я типичный одиночка, мое сознание принадлежности к невидимому сообществу тех, кто стремится к истине, красоте и справедливости, уберегло меня от чувства изоляции. Наука может процветать только в атмосфере свободы слова. Я говорю со всеми одинаково, будь то мусорщик или президент университета. Я по происхождению еврей, по гражданству швейцарец, а по характеру человек, и только человек, без какой-либо особой привязанности к какому-либо государству или национальному образованию. Если вы хотите прожить счастливую жизнь, привязывайте ее к целям, а не к людям. Мы не можем решать наши проблемы с помощью того же мышления, которое мы использовали, когда создавали их. Лишь немногие видят своими глазами и чувствуют собственным сердцем. Каждый гений. Но если вы будете судить рыбу по ее способности лазить по дереву, она проживет всю жизнь, считая себя глупой. Великие духи всегда встречали яростное сопротивление со стороны посредственных умов. Воображение важнее знаний. Знания ограничены. Воображение окружает мир.